Как театр начинается с вешалки, так и Geometry Dash открывается для игроков в первую очередь со стороны сложности. Geometry Dash, с учетом всех ее фишек по типу режима строительства и онлайн-серверов, нетипичная игра, а посему игроки создают в ней такие вещи, которые полностью рвут все шаблоны игры. И если считать относительно движка игры, такими феноменальными проектами можно считать, например, How, уровень, полностью показывающий потенциал креаторства в Geometry Dash, или Khorn, уровень, построенный одним человеком, вместившим в себя около 1 миллиона 400 тысяч объектов. Тут для человеческих возможностей той самой невидалью являются, конечно, максимальные по сложности уровни, и я не беру в расчет импосиблы. Мы сегодня поговорим о том, что составляет большую часть спортивности для игры. Это сложность и сложнейшие уровни. Сложнейшие демоны представляют собой микс трудных для прохождения моментов, приправленных относительно большой длительностью. Вот только относительно чего? Относительно челленджей. Челленджи, наоборот, мало длительны, зато содержат в себе сложность, которая в некоторых случаях заходит за человеческие рамки. Для введения вас в полный курс дела мне придется очень сильно растянуть время до основной части, поэтому извините, видео получится довольно вводным. А сегодня мы поговорим о новом топ-1 челлендже The Desert Variant от белоруса Skoe99. Здорово, ютубище, с вами Котовский, и в этом видео я расскажу про историю The Desert Variant и расскажу, чем же он так сложен. Но для начала повествования я хочу копнуть чуть дальше, чем начинается история The Desert Variant. Октябрь 2014 года. Игрок Nautilus 2K, он же Silent, заканчивает строительство Silent Club Step, одного из самых известных уровней в игре. А чем же он так известен? Своей невероятной сложностью, что тогда, что сейчас. А также невиданной ранее разнообразием в структурности геймплея. Что непонятная часть с UFO на дропе, что дуал, все казалось каким-то новым, что ли. Но отдельно хотелось бы затронуть часть с 72 до 76%, которую в простонародье называли The 8 Jumps of Hell. 8 безумно трудных 144 Гц фреймперфектов с постоянной сменой гравитации и скорости. В то время эта часть казалась просто мозговыносящей и очень интересной в плане концепции. Настолько интересной, что эту часть начали дробить на отдельные челленджи в будущем. Silent Club Step можно назвать прародителем и главным популяризатором куб-челленджей, основанных на крайностях обработки игры. Самым сложным челленджем, копирующим геймплей Silent Club Step, является Final Fantasy, версия с 32 фреймперфектами на 144 и 240 FPS. А история The Desert Variant начинается с куб-челленджей, которые в основном создавал сам Skoe99, на основе Silent Club Step еще более года назад. Много времени он также уделял как раз тем самым прыжкам из Silent Club Step, играя за одну сессию в них по 5 часов без остановки, а после чего сделал просто невероятное. Он прошел те самые ненерфнутые 8 прыжков ада 2 раза подряд, и сделал он это первым в мире. После чего он прошел свою, чуть измененную версию Final Destination. Почему измененную, я расскажу чуть позже. А после начал проверку самого сложного куб-челленджа типа 8 Jumps of Hell при Final Perfection. Просто безумный уровень, состоящий из 8 фреймперфектов на 360 FPS с различными изменениями скорости и гравитации, так еще с отзеркаленным отображением экрана. Даже такие мелкие геймплейные составляющие, как миррор-порталы, способны просто безумно сильно бустануть сложность геймплея в подобных челленджах. Пройден был уровень за какие-то жалкие 9000 попыток, но вы думаете, Skoe на этом остановился? Apathetic Angel и Denial of Sanity – 2 уровня прародителя The Desert Variant. Они имеют общую стилистику, концепцию и также наличие фреймперфектов на 360 FPS. И если в первом их только 4, то во втором их уже 8. Также объединяет эти уровни то, что они сделаны под стилистику из уровня Cyclosic, и то, что геймплей ни хрена просто не видно. Apathetic Angel был пройден за 16 тысяч попыток, а Denial of Sanity за 46 тысяч попыток. И настало время для сложнейшего испытания, которое только делал Skoe. 17 фреймперфектов на 360 FPS. Новая абсолютная форма сложности. В будущем будет добавлен еще один фреймперфект, но это вообще не замедлило верификацию. The Desert Variant был проверен 17 апреля за какие-то жалкие 52 тысячи попыток. Для топ-1 челленджа это просто ничто.
Геймплей Desert Variant также построен на прыжках, но уже иной схематики, чем в Silent Club Step. Desert Variant состоит из подряд стоящих 18 фреймперфектов на 360 FPS. То есть представьте, игроку нужно 18 раз подряд поймать тайминг, который в 360 раз меньше, чем 1 секунда, который составляет, грубо говоря, 1/360 от секунды. И это еще без учета задержки в 2 кадра перед прыжком, ну об этом чуть позже. Так после этого безумия на финалочку идет просто брутальнейшие 2 даблклика и тайминг на розовом орбе в придачу, а после еще один прыжок на вертикальную структуру. Все вместе создает невероятный канцер. Примечательна еще одна вещь: между фреймперфектами и последними таймингами находится полностью пустая по геймплею часть, в которой показывается некая касцена с названием уровня. Из-за ее продолжительности игрока охватывает волнение. Он прошел все самое сложное, осталось чуть-чуть. В результате у игрока огромная вероятность глупого проигрыша из-за волнения, потерь концентрации и длительного ожидания. Гениальный психологический прием, который мало кто использует. Но давайте разберемся, а что такое вообще фреймперфект? Так как Geometry Dash — игра, просчет движения которой рассчитывается не по пикселям, а по кадрам в секунду, то FPS в игре является главной единицей всей физики геймплея. Если говорить вкратце, то Frame Perfect — это тайминг, требующий всего 1 кадр для совершения мува из определенного количества доступных в секунду. Допустим, Frame Perfect 60 FPS — это тайминг, равняющийся 1/60 от кадров в секунду, или же тайминг длиной в 16 миллисекунд. Frame Perfect 240 FPS — это тайминг, равняющийся 1/240 от кадров в секунду, или же тайминг длиной уже в 4 миллисекунды. А уже Frame Perfect 360 FPS будет составлять тайминг длиной в 2,77 миллисекунд. Для сравнения, человеческий глаз производит моргание за 100 миллисекунд. Также надо учитывать, что в игре существует дополнительная задержка между движением персонажа и кликом устройства в 2 кадра. Именно из-за этого игра на большем количестве FPS уменьшает задержку, ведь 2 кадра для 60 FPS это целых 34 миллисекунды дополнительной задержки. Естественно, на более высоких FPS все проще. И именно из-за таких изъян игры такие банальные элементы, как простые перепрыгивания, обретают новую форму сложности, на чем и завязан Desert Variant. А вы помните те довольно давние времена, когда у всех была бешеная гонка за право стать первым победителем в VSC? Аникслол, Нобин, Telepracity, Benedict сражались за первое место в списке лидеров, тратя сотни тысяч попыток на прохождение, но где они сейчас? Как все резко забыли о VSC, никто в него уже не играет, никому он более не сдался. Уровень потерял свою эпохальность, он потерял ту самую, искреннюю, выделяющую его составляющую, а именно быть самым сложным из когда-либо пройденных уровнем. Верификация и становление Desert Variant на первую позицию, возможно, не особо справедливо, но все же, уровень стал чуть ли не революционным. 18 фреймперфектов на 360 FPS. Это никому и никогда не удавалось пройти. Один вопрос: как Ское удалось пройти подобное? Дело в физических особенностях самого Ское. Я не знаю, как к этому относиться, я не знаю, как это работает, но все же. Особенности заключаются в тренировке подобных уровней. Если обычный человек тренирует тот же самый Frame Perfect путем проб и ошибок, то есть чуть раньше клик, чуть позже клик, вот так нормально, то у Ское режим постоянной последовательности. Многие тайминги он может пройти даже без практики, но дело заключается в том, что если он вдруг долгое время не может правильно подобрать тайминг, то он просто не может научиться его нормально и стабильно проходить. Из-за этого многие челленджи, которые он прошел, были изменены геймплейно, как раз под тот тайминг, к которому он привык. Так, например, в том же самом Final Destination некоторые шипы были сдвинуты чуть вправо, дабы стабильно проходить тайминг. Геймплей сам по себе не упрощается, а на удивление играть становится легче. Объяснить это явление правильно вряд ли возможно. Может, у Ское сверхмощная мышечная память, безумно высокий скилл на кубе, да все что угодно, но это явно необычный случай для комьюнити, ибо более никак не объяснить такое малое количество попыток на таких сложных челленджах. Спасибо за просмотр, с вами был Котовский, подписывайтесь, а всем удачи, до свидания.